Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я смотрю, все снимают итоги весны, итоги полугодия и всякое такое. Ну, так как у меня особо итогов каких-то нету, а только я поначинала всего и ничего не заканчиваю, поэтому я решила вам показать то, что я поначинала. Все-таки все равно какие-то итоги, потому как я поняла для себя, что это вообще не мой вариант. Максимум у меня должно быть в работе 3 набора. 1 там шовчики, 1 бисерный, 1 крестики. Потому что меня тяготят вот эти начатые, которые они лежат. Я смотрю, мне уже некоторые не хочется даже вышивать. И уже я бы уже забросила. Но так как они начатые, вроде как их надо вышивать. И, ну, короче, я слишком, наверное, тревожный человек для таких экспериментов, поэтому я для себя решила, сейчас я вот это все, что я поначинала, буду потихонечку заканчивать и постараюсь ничего не начинать, хотя мне уже хочется. Я произношу эти слова, сама думаю, ой, я же хотела еще там на крышечку вышить такие маленькие цветочки, ну, что ж. И прошу прощения сразу за шум, потому как у нас продолжаются работы, и, судя по всему, они будут продолжаться еще очень-очень долго. Я сначала думала, подожду, пока они закончатся, но они закончатся не скоро. И поэтому, если вы слышите дрель, молоток и всякое такое прочее, это у меня, не переживайте, это не у вас. Ну и что ж, начну я с готовой работы. Наконец-то за полгода у меня хоть что-то закончено. Ну что же, как вы знаете, вышивала я, последнее, что я взяла в работу, это вот этих лошадок. Лошадки от Mill Hill. И называются они, как же, Riviera Horses они называются, вот. На мой взгляд, это самые красивые лошадки, которые есть. Я там посмотрела, там куча всяких разных лошадок. Какие тут, вот посмотрим, давайте. Вот это темно-синие однозначно нет, потому что на темной конве я не вышиваю. Светлые, это их уж занадто. Мне эти 2 лошадки столько работки прибавили. Если их будет 5, вообще не раз это самое. И вот эти они красивые, мне нравятся, я бы их с удовольствием вышила, но они, опять же, на темной конве, это не мой вариант однозначно, хотя вот эти мне очень нравятся, красивые, такая грива разноцветная, классная, ну классная, вот из всего бы я вот этих, наверное, еще взяла. И вот эти не знаю, какие-то они, как это называется, страдающие ожирением лошадки, мало двигаются, не хочу я этих лошадок, мне они почему-то не нравятся. А вот эти, да, интересные, ну темная канва. Вот темная канва, она вообще, конечно, на ней все выглядит шикарно, но вышивать на ней я не могу, к сожалению, увы и ах. Ну что же, это дизайнер Лаурель Бёрч. И вот у меня такие Riviera Horses. У меня они идут под названием солнечные лошадки. Посмотрим, что у меня получилось. Опля! Сейчас я отодвину чуток. И мы полюбуемся на эту красоту неземную просто. Дикий восторг, ну вот нечего больше сказать, очень легко вышивается, приятно, такие эти цвета желтые, такое лето-лето-летнее, особенно от того, что у нас постоянно лили дожди, весь май и июнь нас просто заливало, сегодня, наверное, первый день, когда у нас жарко. И мне эти лошадки как бы напоминали о лете.
Вышивается быстро, легко, не задумываясь, такая отдыхалочка. Казалось бы, здесь мало бисера, но он здесь очень красиво, к месту, он везде. Вот здесь птички эти, это радуга внизу, это ну вот просто восторг, понимаете? Возьми любую деталь, это птичка с сердечком в клювике. Здесь вот видите еще внизу голубенькие такие бисеринки, на птичке эти голубенькие бисеринки. Ну вот просто восторг, великолепие и стиль. Стильная, вообще очень стильные эти лошадки. Даже мой муж заценил. Поэтому я его вкусу доверяю. Если ему понравилось, это действительно круто. Ну, что сказать? Только любоваться, потому что это действительно очень красиво. Я вышила сначала все крестики, а потом я вышивала бисер, потому как Милхил предлагает вышивать сразу бисер, но я не знаю, у меня не получается вышивать бисер, я потом крестики, они какие-то кривые получаются. Я вышиваю сначала крестики, а потом вышиваю все бисером. И бисер сам очень красивый, посмотрите, вот этот зеленый, вот этот голубой. Вот этот кажется, ну такой простенький бисер, а как он смотрится вот в общей массе, он, по-моему, идеально. А так маленький беленький бисер, ничего там в нем особенного нету. Прекрасное. Если кто хотел и сомневался, не сомневайтесь даже ни секундочки, ни мгновения, берите и вышивайте, потому как приятный процесс и великолепный результат. Полюбуйтесь, как это красиво. А по материалам у меня всего хватило, но осталось немного бисера. Бисера вот здесь малинового, вот этого совсем мало осталось, как видите. А белого еще вполне себе хватит на один отшив. Желтого я тоже думаю маловато. И голубенького. Ну, хотя голубенького здесь тоже совсем мало. Голубенький был у меня вот здесь и вот здесь. Все, это голубенький, зелененький. Вот зелененький, вот здесь немножко. Вполне может и хватит даже. Здесь единственного, я уверена, не хватит вот этого малинового. Видите, в гриве здесь его достаточно много, его осталось совсем мало. Ну, наверное, золотого вот этого тоже здесь маловатенько будет. Ну, это можно все докупить. Потом мулине осталось вот. Мне кажется, на второй отшив легко. Так что даже можно на двоих запросто купить, ну, немножко докупить бисера. И буквально там либо из остатков собрать. Потому как всего вдоволь. Ну, посмотрим еще раз на эту прекрасную красоту и поехали дальше. А сейчас перед вами тоже уже почти законченная работа. Здесь я уже буквально, мне, может быть, один вечер остался ее дошить. Ну, я уже решила, знаете как, вот сейчас это дошью и сниму видео. Вот сейчас я это дошью и сниму видео. Вот здесь мне осталось две птички. Вот одну птичку я уже начала, вот вторая здесь осталась. Сейчас кусочек схемки покажу, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вот эти две птички. Это то, что у меня осталось. И будет у меня готов Rosewood Manor Карен клуба летнее чего-то там. Летний полдень.
вот с таким великолепным алфавитом. Это первый алфавит, который я вообще вышиваю. Никогда они меня не привлекали, но этот алфавит меня привлек очень сильно, потому как очень красивые здесь эти буквы, они как кружевные, я уже 100 раз об этом говорила, они, конечно, заморочистые, конечно, их вышивать, это типа джаснена, 2-3 крестика закрепка, 2-3 крестика закрепка, но ради красоты, чем мы не пожертвуем вышивальщице ради такой красоты. Ну а вот эти элементы с птичками здесь самые простые. Как вы видите, здесь большая зашивка. Вот здесь идет просто берешь одну ниточку и шпаришь. Переход, видите, в зеленых практически не видно переходов. Вот в серых еще более-менее видно. Вот здесь птички у меня, допустим, тоже очень слабо видны, здесь всякие разные, что они разные, все эти цветочки. Вот хохолочек у нее желтый, носик у нее розовенький, сама она такого ванильного цвета. И настолько они эти ниточки Викс-Дайверкс, они такие пастельные, и они, ну, очень, вот этой птице, они вообще, вот этот хвост у нее, и перья, они вот это желтое, это белое, тут должна быть розовая, я сама, честно, вот здесь розовая вижу, я сама, честно говоря, не особо вижу. Кошка ходит туда-сюда и качает штатив. На зеленых вообще переходов нету, так что если, допустим, вы хотите вышивать этот набор, я бы, если бы еще раз делала, я бы не покупала Викс-Дайверкс, потому что, во-первых, они дорогие, во-вторых, можно DMC подобрать и более не такие пастельные взять, и тогда оно выглядело поярче, и тогда саму ткань можно было бы взять поприглушеннее. Ну, это я так думаю. А как бы оно там получилось, кто же узнает. Ну, у меня получилось вот так, и мне это очень нравится, я довольная. Очень закончу это, и, как говорится, не прошло и полгода, прошел год, я в прошлом году в мае, по-моему, или в июне начала этот, мы сейчас уже в июле, так что да, год прошел, и я вот мусолю этот дизайн. Так что первое на заканчивание будет Rosewood Manor. Может, даже сегодня я, если ничего не поменяется, закончу вот этих птичек, и будет у меня второй финиш, чему я несказанно рада. Поехали. Так, на мгновение дрель замолкла, но ненадолго, я так полагаю. Вот это то, что последнее я начала. Это бисерный набор от Reflet de Soie. Это подушечка такая здесь. В моменте я вот здесь, ну это где-то, ну, не знаю, 1/4 от всего. Это вот бордюрчик внизу я только вышила. И дальше идет сам узор в середине, который, ну и естественно вокруг. Этот ножницы рядом стоят, я пальцем. Вот этот бордюрчик вокруг такой же будет, видите, такой ширины он от сель до сель. А вот здесь внутри будет основной элемент. Очень красиво, я обожаю Reflet de Soie, и вот когда мне хочется бисером что-то пошить, это прям то, что надо. Начала шить, и еще это не закончила, полезла на сайт уже высматривать что-то другое. Как я говорила, мне бы побольше этот был бы размерчик, у меня слишком маленький, 13 сантиметров, а мне надо 17, даже 17,5. Но я посмотрела, там есть побольше один набор, который, ну, во-первых, мне не очень нравится дизайн того бисерного набора, а во-вторых, мне цена там тоже что-то не очень нравится, 60 евро она стоит. Как-то так мне... Жаба мне давит, 60 евро. 60 евро мережку можно купить, набор шикарный.
Ой, ну ладно, это уже... Надо сначала закончить то, что лежит горы, там какие-то залежи всего. Вот почему я не хотела, не нравится мне поначинала все. Вот у меня теперь это начатое лежит, а оно меня как бы терзает, то, что мне его надо доделывать. А мне сейчас хочется другое делать. Мне сейчас вообще хочется начать вот тут набор от Милхила с русалочкой, как бы оно в тему, к морюшку, дабы оно сильно подошло. А я ж думаю, ну нет, опять я начну набор, я вот этот начала, я вот там еще кучу начала. Сейчас я вам покажу эту кучу. Так что вот такие у меня мысли в моей голове. Ну, полюбуйтесь, как это красиво, очень красиво. Это ювелирный бисер, он такой, и он приятный очень на ощупь. Такой он прям очень тактильный, мне нравится. Прекрасный. Так, поехали дальше. Дальше, это то, что тянется с прошлого года у меня, это эти кукурузы. Ну, и эти кукурузы я сказала, что я буду вышивать осенью, потому как они более-менее в тему будут осенью. И да, я таки все-таки их оставлю на осень, потому как вижу, что сейчас мне хочется эту русалку, а осенью мне захочется что-то осеннее. И вот эти кукурузы будут самое то. Ну, здесь, как вы можете уже видеть, большая часть отшита. Здесь, как это, крестиковая часть вся отшита. Нет, не вся, вот здесь, наверное, что осталось. Ой, я даже не помню, честно говоря. Мне казалось, что крестиковая часть вся отшита, а мне остался только бисер. Так что здесь немного, но это откладывается до осени. Это хотя бы реалистично, что я в этом году это сделаю. Вот так в коробочке оно у меня все здесь аккуратненько лежит и стоит в стороночке. Эпопея с цыплятами. В позапрошлом, даже не в прошлом, а в позапрошлом году я вышила этого цыпленка. У меня их 4 этих цыплят. Я их по глупости своей взяла, начала вышивать на льне, а не на бумаге, как там предлагает производитель. Я не знаю, что меня переклинило. Я там игрушечки хотела делать, набить их, чтобы они пузатенькие были, кругленькие. Ну и вот у меня здесь этот кусок как раз на всех 4 этих цыплят. Ну и что вы думаете, осенью там к Пасхе, когда надо было их вышивать, я достала наборчик с желтым там с цыпленочком, положила его аккуратненько поближе, ну и потом поближе его убрала обратно на следующую Пасху. Ничего я не делала это, так что, ну это хотя бы как бы, ну, законченное, но не оформленное, можно сказать. И так что это откладывается до следующей Пасхи, этот набор. Красавчик. Видишь, какой? А потом зимой, как вы, если вы видели, помните, я начала вышивать эти игрушки от Dimensions, и одну я вышила, вот эту с Дедом Морозом, сейчас я вам ее покажу. Ну, это у меня будет процесс, наверное, на несколько лет, потому что буду я его вышивать только зимой, а так достаточно здесь много, несмотря на то, что они маленькие, здесь есть над чем поработать, скажем так. Сейчас я достану. И вот, видите, они совсем маленькие. Вот у меня ладошка. Они малепусенькие, но они такие кропотливые. Очень я поражаюсь таланту Dimensions, как они 2-3 крестика и умудряются целую историю рассказать. Вот пришли дамочка с господином домой, Дед Мороз уже подарочки им там запихивает. Как прекрасно, кто бы мне подарочки в трубу засунул. Вот такой очень красивый дизайн. Это я первую игрушечку сделала. Ну и буду там, может в декабре возьму, может в январе возьму. Но зимой там дожить надо, посмотрим, что будет. Еще один начатый, так сказать, процесс. Скатерть птичка. Ой, скатерть втащить
не очень просто. Ну вот, это то, что я вышивала последнее. Видите, этот угол я вышивала, я его даже не закончила. Здесь еще не хватает бэка. Вот как выглядит птичка с бэком. Вот это те цветы, как они выглядят. Это вот такой узор, и он повторяется на всех 4 углах скатерти. Это скатерть от... Как она называется? Всегда хочу сказать Вервака, хотя знаю, что это не Вервака. Это Рика Дизайн вообще-то скатерть. Покупала я это в Базеле. Была эта скатерть с этой вставочкой из Аиды. И в комплекте шли ниточки и схемка, соответственно. Очень красивая, но надоедает, понимаете, эти элементы 4 раза повторять один и тот же элемент немного надоело, и поэтому она у меня уже вот год тянется, я ее все вышиваю. Но зато это как отдыхалочка очень классно, потому что здесь Аида, на Аиде вы сами знаете, как легко и просто вышивать, крестики ровненькие, аккуратненькие. Но здесь, конечно, очень много этой, как ее, бэкстича, что как бы на скатерть бэкстич это не очень идеальная, так скажем, идея, потому что идеальную изнанку ты уже не сделаешь с этим. Вот если вышиваешь, оно более-менее еще прилично выглядит. Когда идет бэкстич, видите, здесь уже вся идеальная изнанка идет на смарку. Ну, никакая. Вот, особенно на цветке, посмотрите, вообще катастрофа. Конечно, можно заморочиться и делать, знаете, как этим прошивным швом, потом возвращаться, чтобы у тебя идеальная изнанка на лице и на изнанке была. Но это я бы тогда вообще эту, наверное, скатерть никогда не завершила. Я так ее уже мусолю больше года, а то еще. Ну, короче говоря, мне на этой скатерти остается дошить бэк на этот угол и еще один угол вышить, и она будет готова. Ну, так что будем надеяться, в следующем году будет готова. Ну, на мой взгляд, затягивать эти вышивки так надолго не очень хорошая идея, потому что стол, на который планировалось это скатерть, его уже нет. Поэтому как бы и нет стимула вышивать эту скатерть, потому что стола нету, на куда я ее положу. Ну, ладно, куда-нибудь приспособлю. У меня тут помощница, она мне изо всех сил помогает, а потом я должна выковыривать из всего льна ее волосы. Пойте, тебе удобно там? Пойте. Меня игнорируют вообще, я вас не знаю. Пойте. Алло. Тебе удобно, я спрашиваю? Похоже, да. Итак, следующее, прошу прощения, что все помятое такое, это у меня The Garden от Эми Бишоп. Тоже я начала в этом году. И вот каким-то черепашьим шагом я ползу. Вот когда горишь, надо и делать. Нет, я же взяла одно, взяла другое, 5-е, 10-е, теперь уже у меня охоты нету его вышивать. То я видео записывала, пока соберешься видео записать, как этот элемент сделать, то я уже забыла, что я там делала. И вот здесь будет элемент. Здесь такое будет, как колесико накрученное, ну как вот здесь в Эдельвейсе накручено. А потом еще вот здесь на каждой этой баре будет еще маленькое колесико. А здесь даже я не помню, какой элемент должен быть, уже и забыла. И здесь мережки. А потом там выше уже идет такая полосочка, будет типа этой с шовчиками, с вот такими, ну не с такими же точно, с другими. Ну, полоска, имею в виду, шовчиков.
Вот здесь будет полоска шовчиков, а здесь будет веночек уже крестиковый. И в крестиковом веночке в центре будет хардангер. Ну, короче, начали закончить. Ну, пока меня на шовчике что-то не тянет, и, значит, это будет ждать моего настроения. Хотя это очень красивый дизайн. Полюбуйтесь, какой он шикарный. Это будет такая панелька, она будет достаточно длинная. Ну, представьте, если это еще даже половины нет. И уже вот моя рука, смотрите, сколько. Так что будет это очень все красиво когда-нибудь, но обязательно будет. Здесь интересные ниточки, я вам показывала, они с переходами. Ну вот видите, они здесь яркие, очень хорошо видно переходы на всех этих ниточках. Здесь у меня это хлопковые ниточки, здесь используются ниточки перле. Также я там в каких-то даже элементах использовала глориану, по-моему, вот здесь вот в каких-то вот этих элементах. Ну, короче говоря, все, что было, я сюда влепила, потому как мне казалось так красиво, и я так делала. Красивый очень этот дизайн. Мне нравится вот это микс шовчиков, хардангера и крестика. Как раз то, что надо. Ну, вот этот The Garden, наверное, самый большой, если я не ошибаюсь, у Эми Бишоп дизайн. Хотя я ж не могу знать все ее дизайны, может быть, у нее есть и больше, но мне кажется, этот самый большой. Ну и очень-очень красивый. Шикарно. Дальше идет у нас Париж. Это набор от Сюазик, Эйфелевая башня, там чего-то такое, дамочка возле Эйфелевой башни. И вот я сейчас, я вышила дамочку, пока я вам там байки травила и вышивала это платье, все шло вроде хорошо. А потом, когда начались не крестики, а непонятно что, вот здесь надо было вышивать, я сначала застряла на ее берете, у меня что-то там не получалось, потом я вышила этот берет, теперь мне этот берет похож на какой-то чайник, откуда дымочек идет, здесь крышечка это. Ну, в общем, короче говоря, я все время, мне что-то здесь не нравится, я как-то не знаю. И миленький здесь каунт. Я крестики вышивала под лупой, но вот эти вот шовчики мне как-то не очень удобно вышивать под лупой, поэтому я сняла с рамы и вышивала уже на улице. И как и только я собираюсь вышивать на улице, у нас идет дождь. Но у нас весь май-июнь шел дождь, поэтому неудивительно, что это все не вышивалось. А в доме я не вижу, здесь слишком мелко. Только на улице надо это вышивать. Ну вот я подостыла совсем с этим сюазиком. Надо как-то себя сделать какую-то определенную норму и вышивать эту норму, я не знаю, хоть по 100 крестиков в неделю, ну, оно хотя бы будет что-то, потому что я вообще ее не беру сейчас. Если другие как-то хотя бы иногда, то это вообще просто забросила и не прикасаюсь, хотя моей дочери она сильно очень понравилась, эта Эйфелевая башня, так что может поставить цель к ее день рождения закончить и подарить ей. И тогда, может, она пойдет, начнет продвигаться каким-то образом. Ну и еще одна Эйфелевая башня в розах. Вот я где. А здесь я не знаю, что я. У меня, по-моему, нитки не было какого-то цвета. Да, здесь должна была быть какая-то нитка, а у меня ее нет. Ее надо покупать. Ну, это было отмазка. Ой, у меня нет нитки.
Куплю, продолжу. Очень красивый такой весенний, очень весенний этот дизайн. Мне он очень нравится. Посмотрите, как классно здесь. Но здесь надо быть очень сильно внимательным, потому что очень многие элементы вышиваются в одну нитку. И вот этот микс 2 нитки, 1 нитка, 2 нитки, 1 нитка надо не прохлопать, потому как я, ну, кто смотрел, знает, я распускала все вот эти вот цветы, потому что я вышила их 2 нитки, а надо было в одну. Здесь листочки какие-то я там перешивала. Ну, короче говоря, сделала сама себе работу. И вот это последнее, что я вышила, вот эти розы. Ну, это может быть к следующей весне буду вышивать, пока мне не хочется эту башню вышивать. Я даже не знаю, чего мне хочется. Ну, мне хочется русалку вышивать, как я уже говорила. Так, и последнее, что у меня. Та-дам! Угадайте, что это? Кто-нибудь помнит, что это такое? Это петух в маках от Надежды Нагорной. Очень красивый. Я сначала хотела фартух, начала вышивать на вот таком кусочке. Это равномерная ткань, она у нас в отделе штор продавалась, и я думала из этого сделать. И сейчас смотрю, мне кажется, в 2 нитки оно так грубо выглядит на этой ткани, ну как-то не очень мне нравится, даже можно сказать, очень не нравится. Я начала вышивать, а здесь я не помню сколько, 50 разных цветов мулине. Ну, я не знаю, когда я там начала, в январе, феврале, я уже даже, честно говоря, не помню, сколько там цветов этого мулине, но очень много, я помню, у меня целая коробка из-под печенья, набитая этими ниточками. И я вышиваю довольно-таки, не то чтобы сложный, но кропотливый такой процесс. И потом на фартух у меня, естественно, жаба задавит его пускать на фартух. И поэтому я, скорее всего, этот процесс рестартану на равномерке, либо на льне покрупнее 28-го каунта. Пусть она у меня будет большая, эта картинка. Ну и хорошо, на кухню она как раз замечательно впишется у меня. И ну вот не нравится мне кажется, крестики некрасивые, какие-то они грубые, торчат, ну, одним словом, фи. Так что это даже не засчитывается, это будет рестарт, и за набор не считается. Вот, пожалуй, все, друзья, то, что у меня начато, и то, что я хочу, естественно, заканчивать. И мне, естественно, не хочется ничего начинать нового. Ну, конечно, хочется начать русалку. Логика железная, как говорится. Так что я жду ваших отзывов по поводу всех моих начатых процессов. Если вам интересно, чтобы я продолжила что-то, голосуйте. Кто за что голосует, больше, набор, набравший больше голосов, будет продолжаться. Птичек этих от Rosewood Manor мы не считаем, потому как я их сегодня-завтра закончу. А вот осталось у меня, получается, Сюазик, Эйфелевая башня от Дамского счастья, Эйфелевая башня в розах. Потом Эми Бишоп, вот этот шовчиково-харданговый набор. Дальше, что у меня тут еще, я уже забыла, пока показывала вам. Ой, ну и все, не так, чтобы у меня много, у меня скатерть эта с птичкой еще остается, кукурузы, но это фигня. Так, получается, по большому-то счету у меня получается только 3 набора. У меня получается Эми Бишоп, этот хардангер сделать, и башня Сюазик, и башня Дамского счастья. Ну, 3, как хотела, вот и получала. Ну, еще ж бисерные от Рефле-Десуа. У меня какой-то год французский получается в этом году.
Так что голосуйте, пишите свои впечатления, что вам понравилось, какой бы вы хотели вышить набор, либо какой бы уже вышивали набор. Мне очень интересно. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Надеюсь, вам видео понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. И обязательно пишите. Всем пока-пока. Постирала ковер и сушу его на улице. У нас выпал денечек и, естественно, помощница Коти высушила ковер. Все в порядке? Смотрите, какие красивые цветочки желтенькие, прелесть. Даже не знаю, как они называются, первый раз вижу. В теплицах зреют помидоры. Смотрите, какие. Сколько много. Для винограда еще рано, конечно. Хороший урожай винограда, потому что у нас дождь, пасмурно, солнца нету. У меня инжир вообще не сладкий. Вот такое у нас лето. И это все лето такое. Почти каждый день. За редким исключением. Печалька.